кубики на взлет пойдут сейчас. Первый пошел. Давайте, давайте, пацаны, удачки. Пока-пока. Хорошей дороги. В Владике встретимся. Второй пошел. У нас немножко другие планы. Ну, у них, вернее, у парней, по встрече Нового года. Поэтому они погнали. Вот у этой машинки уже и загрузка есть на 3-е. У Саньки пока нет, он первый поехал. У Сереги есть. Доброе утро, кстати. 30 декабря. 2 дня до Нового года. Пацаны хотят туда приехать и уже там Новый год встретить, так сказать. По полной программе. Тоже правильное, мудрое решение, с одной стороны. В общем, мы вчера с ними кофе попили на Невере. Возле Невера. Да. Так вот, ля-ля тополя, вообще сюда и доехали. Я не хотел сюда в Магдагаче ехать. Насчет, ну, из-за интернета. Но уже доехали. Переночевали. Все, пацаны понеслись. В принципе, я где-то через час-полтора поеду. Сейчас 8. Так, у меня с машиной все вроде бы все в порядке. Поездники. Да, колеса все целые. Мы сейчас тоже чайку попьем. Дождемся, пока расцветет. И тоже поеду. Volvo 700 кобыл. Понятно. Такого дурака тащить. Сколько такой дурак весит? Ну, он тонн 30, а то и 40, наверное. Железо здесь в нем. Коллега там на трале колесико меняет. Он с этим. Там, ну, с пилотом идет. Они там вдвоем крутят. Прикиньте, да? 700 кобыл. Ну, этот дурень. Я не знаю, ну так ориентировочно 30-40. Не меньше. Охренеть. Дурак такой. Шанту. Не знаю, как его правильно зовут. 9 утра. Пойдем. И мы заводиться. Да будем выдвигаться потихонечку. Тепло на улице. Не знаю, вчера остановились, градусов 18 было. Ветер такой был. Сумасшедший. Ну, поездник поехал. Рядом со мной стоял. А если я сейчас не заведусь? Я думал, чуть что от него прикурюсь. Да не, заведется скиталец. Куда он денется? А сейчас ветра нету. Градусов 13-15. Не больше. Поедем на ходу, посмотрим. Уже стоянка почти вся разъехалась. Кто-то прицеп оставил и куда-то головой поехал. Сейчас мы своего при свете дня обойдем. А поездник домой едет. Налево пошел. Ну что, поедем? Поедем. Уже почти весь снег обтрес. Это поездник откуда-то, смотрите, весь в снегу приехал.
Потиху облетает. Если нового не нацепляем. О, эта лапа вообще свободна. Блин, что я забыл, там мусор выкинуть. Ладно, на космодроме будем становиться. Будем становиться на космодроме. Потому что сейчас такое ощущение, что наш друг, соратник, начнет от блю кушать. Зачем ты вот сюда кушать на кукурузу? Ну что, пробуем. Где мои ключики? Опа. Видите, даже стекло практически не замерзшее. Обычно тут встаешь, что надо шамбразуру вытирать себе. Что там у нас? Воздуха нет. Полоборота. АБС это сейчас погаснет. Здесь минут 10-го укатили и мы. Здесь все хорошо, говорю, на этой стоянке. Правда, магазин почему-то не работает. Думаю, так зайду, посмотрю что-нибудь. Нифига закрытый. Ну, куда-то пропадает всемирная паутина. Вот тут на дороге 4G. Ну, хоть ты выходи сюда с ноутбуком. Было в градусов 25 тепла, так можно было бы пойти под березкой там, сел какой-нибудь. Кружку кофе с собой взял и сиди, занимайся. Но когда на улице свежо, как-то не очень хочется под березку идти. Что вон по ту, что по ту, под любую. Отсюда 1868 километров до города Парижа. Ой, какой Париж? До города Владивостока. Маша с ума сошла. Это бывает. Так, что с отблем? Отблю, видите, показывает. Тут как я залил, так оно и показывает. Чуть-чуть уменьшилось. Было чуть дальше этой стрелочки, этого деления. Сейчас посмотрим, сколько градусов за бортом. Ну, по идее, должно брать. Но в любом случае, даже если брать не будет, на космодроме одну канистру купим. Потому что здесь сейчас затягивать, как раньше там можно было там до последнего отделения дотянуть, а потом там сразу 3-4 канистры залить. Не-не-не-не, это непонятно. Сейчас он показывает это отделение, сейчас поедем, он это бах, сразу же там пару отделений за 100 километров проскочит. Ну, такой коварная система зимой. Поэтому ну его в баню. Вот, нету 14 уже. Потихо температура падает. Сейчас. Ну, у этого уже 30-ника, там даже 20-ки однозначно нет. Ну, градусов вот 14-15 примерно так. Ну, по ощущениям было. Ну и хорошо. 15 уже. Назад еще успеем померзнуть. А может и не только назад. Нифига себе, он с такого бугра и не лег.
случилось на М4. Водителю камень прилетел. Вопрос, как он прилетел? Объяснение я вижу только одно. Груз был этот не укрытый, там кусок асфальта там вроде бы. Ну и скорее всего где-то на каком-то горностае, хотя там как бы на М4 их нет. Запас. Пускай будет. На всякий случай. Десятка есть, еще 20-ка кину в запас. Замерзнет, понятно. Но пусть она лучше лежит. Спокойнее будет. Еще у нас тут на Роснефти одни джентики заправляются. Здесь вот прижмемся. Вот так вот, чтобы убраться с дороги. Заливать поедем вот туда, на стоянку станем. И здесь я не буду заливаться. Ну что, шли за канистрами. Что тут, ничего не поменялось. 3/4 показывает. 2 штук берем. Какая какой-нибудь длинный, да? Дылковский КамАЗ тут. Ё-моё, этот хвост длинный-длинный. Обалдеть. Ну, чуть допёр. О, смотрите. Хвост на дороге оставил. А тут гаишники вон. Сейчас они его накажут. Ну, как сейчас, видимо. А он буксует, с поворотом встал, все. Блин, пришлось 2 раза ходить. Не зря ж говорят, из-за дурной головы ногам работает. Зашел по заправке, пин-код забыл, представляете? Дурдом, пойду в прицеп закину. Я не помню, в каком ящике у меня пустая. По-моему, в этом. Ага. Сейчас сюда поставим целую. Одну зальем, одну поставим. Опа. Курите минутку.
заказ есть. Канистр. Любитель он их там собирать. Солить. Так же, как и грибочки. Обычно я их выбрасывал. Говорит, ты что, говорит, я тебе за это. Поэтому канистру пустую закинем туда. Мало ли, назад полная будем, еще что-нибудь. Полная. Пускай стоит. Руку сюда ходит, порядок провести. Замерзла, кусочки вздыхают. А эту сейчас выльем. Эх, побывать бы на космодроме. Еще одна несбыточная мечта. Хотя и как говорят, что мечты сбываются, но не все. Есть такие, которые вряд ли. Как говорил когда-то товарищ Шурик, мне бы, говорит, записать какой-нибудь старинный обряд, а участвовать в нем, ну просто... Спасибо, пацаны, что подсказали. Гаишники стоят. Это было бы вообще супер. Так же и тут. Он говорит, побывать бы на космодроме. Ну а уже посмотреть, увидеть пуск ракеты, это, наверное, ну, как и побывать на космодроме, это только по телевизору. Свободный 59. Первого гаишника увидел. Не, второго. Третьего какого? Второго. Первого Семязерском этом. Господи, опять забыл название. Второго сегодня утром. Может, это этот же был на Роснефти. Третьего сейчас. Щито. Погоду шепчет. Пока. Но ветерок такой. Освежающий. Вроде и не сильный. Ну так это он эти 16-15 градусов бодренько превращает в немножко больше. Но все равно на улице очень хорошо. Вот так бы всегда. Это была бы лучшая зима всех времен и народов. Но так не бывает. Так что наслаждаемся пока тем, что есть. Поехали дальше. Навье гонишь? Навье. Девушка за рулем. Правильно, Мазда-то красненькая. Новенькая. И подарок. Наверное, кто-то подарок сделал к Новому году. Мне вот кто-нибудь такой подарок. Не, уже сделали один, да. Мы же дрон купили, так что извиняюсь. Хоть вы это уже все смотреть будете после Нового года, но все равно, да. Подарок есть. Спасибо. Хотел к юбилею, получился к Новому году. Ну, лучше позже, чем никогда. Наверное, предновогодний лов идет. Сейчас опять гайцов увидел. Буквально тут сколько? Километров 5, может, назад.
доезжая этого такого интересного моста через реку, название которой забыл, но сейчас прочитаем. Предновогодний шерсть, этот, не клев, как это слово. Короче, ладно. Протоколов не хватает, в общем. День-то рабочий еще сегодня. 30-е, еще народ работает. Я как раз ехал и дровосек выскакивал. Пустой. И там пару маленьких у них стояло. Они метров через 400 стояли. Меня пропускает и смотрю дровосеку. Комцумир, бит-то за угол. А, Зея, вот. Или Зия. Какая красота. Тоже такая, да? Вот неровный лед. На коньках не покатаешься, в хоккей не поиграешь. Видите? Как так-то? А может сейчас все так замерзают? Может и у нас тогда в Сибири так река замерзала? Просто я уже по истечении срока давности не помню. Сколько лет-то прошло? Сколько лет прошло? 30. Сейчас 22, 33. Ой, я просто забыл, наверное. Может и у нас такая была. Да, скорее всего. Но мне почему-то казалось, что она ровненькая. Или это залив у нас был ровненький, который я все там лунки прорезал до окуньков, там вот таскать ездил. А сама речка такая была. Может быть. Может быть. Все может быть. Еще стоят? Нет, казалось. Ну, нифига себе у них сегодня жор. Февральск. Хорошее название. Тепло там, наверное, всегда. Ой, еще до Февральска 256 километров. Наверное, туда. Туда вряд ли столько получится. Туда что-то до Китая рукой подать. Наверное, туда, на север. Куда-то. Дорога хоть есть до этого Февральска? Или тут сразу немножко дорога, а потом направление? Не знаю. Ну, указатель стоит, значит, проехать-то можно. Говорит, ты доедешь. Говорит, я туда доеду. Говорит, возможно, доедешь. Но, скорее всего, не весь. И только в одну сторону. А может и нет. Нет, я же ничего не говорю. Это так, что вспомнилось. Фраза одного известного вам дядьки. Вы мне не подскажете, как вот мне осталось 1500. Ну, а это до Владика. А до этого же еще ближе. Михайловка это, которая перед Уссурийском. Там на сутку с чем-то ближе. Ну, грубо 1400, ладно. Вот как мне еще 1400 километров? Я сегодняшний день не считаю. Еще на 3 дня разделись. На 31, 1, 2. Чтобы хотя бы 2 вечером туда приехать. Я не понимаю. Мне не хватает фантазии, даже моей не хватает. Как вот это вот? А сколько надо ехать? Что делать? Я и так стою по 12-15 часов. Сегодня в 9 утра выехал. Вот сколько я тут 3,5 часа проехал. Сейчас больше часа я тусил на этом, на космодроме. Вот уже после космодрома час еду. Ну вот сейчас, наверное, стану где-то на обед. Ну потом, ну куда я погуглил, Новобурейск еще где-то километров 200 мне. Наверное, сегодня доеду до Новобурейского. Ну пока я тут часа полтора буду обедать,
потом, пока до него доеду, уже, наверное, часов 7 будет, уже все. Хорош работать. Вы что, больше нельзя. Ну, наверное, так, да. Завтра, 31-го, доедем до Хабаровска. В Хабаровске встретим Новый год. И 1 числа, пока все будут ходить пьяные по улицам, похмеляться, мы тихо, спокойно пошуршим дальше. Ну, доедем до хотя бы Спасска Дальнего. Ну, я почему? Можно доехать до Михайловки, но вот потом стоять, эту машину гонять, лишний раз заводить. А так, со Спасска Дальнего хотя бы там до Михайловки еще там проедешь там эти там 2 часа. Но аккумуляторы подзарядить. Все-таки ж на улице не лето. Заводить надо постоянно. Наверное, так. Сегодня еще рабочий день. Я тут сейчас колонному напишу. Может, какая-то конкретика появится, не знаю. Потому что некоторым парням уже на 3 число подавали. Все равно раньше 3-го ничего не будет. Однозначно ничего не будет. Это, ну, я не знаю, что должно случиться. Там небеса должны разверзнуться, чтобы, например, предложили загрузиться 2-го. Ну, про 1-го вообще разговор речи быть не может. Если вдруг там 2-го, ну что, 1 числа с Хабаровска выехал, и все, и за день рабочий ты спокойно доезжаешь. Но это, в любом случае, это дадут уже сегодня. Это уже конкретика будет сегодня. Так, секундочку, джентльмены. Я сейчас гляну. Ага, 4G. Сейчас какая-то стояночка впереди. Заедем. Будем обедать, не знаю сколько. Паркинг какой-то, значок. Заруливаем. Вот, ну не вставляет тут приехать туда, да, и стоять там 3-5 дней, ну сколько? Как-то, ну не знаю. Что делать в этой машине? Сидеть днями? Ну ладно, делать-то есть что, но все равно вот это сидение, это же хуже нету. Ну, терпеть не могу. Ладно, там сутки, ну 2 еще, понятно. Но не больше же. Пойду я меню изучать. Что у нас сегодня будет на обед? Работяга. Так, что у нас в меню? О! 2 кусочка бройлера запеченного, разогретого на сковородке. Салат с помидоров со сметаной. Чай черный с сахаром. 2 кусочка хлеба. Цена 230 рублей. А почему 230? Я посчитал, получается 200. Включается 15% комиссионного сбора. Как это? 12 стульев. У меня есть 200. Так, уважаемый, гоните 30-ку. Видите, дамочка ждет. У меня нет денег. Ждем заказ. Ну вот. Ага. Прям с доставкой в кабину. Обещанный салат. Ну, вместо 2 1 сказали. Но большой. Чай. Там кофе. Все. Видите, у нас уже солнышко спряталось. Отлично. Сейчас мы пока поем. Как раз уже и в Новобурейском можно на стоянку становиться. Ну, как говорил Федя, приступим.
73. Мне кажется, что вы сегодня офигенно перетрудились. Ой-ой-ой. Хорошая ночь, если с наступающим. Мы сегодня проехали, наверное, километров 300. Ой, не 300, 500. А тут сторож-то есть, нет? Да вроде как бы нету, она же не платная, такая постоянка. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните. Так, хорошо. Но она по дорожке стоит. Дорожная Ну сеть. тогда, значит, должен подойти, если она по дорожке есть в приложении, то должен подойти. Хотя я позавчера в Уфе, в Чите ночевал, ну, она тоже по дорожке, блядь, встал, и даже никто и не подошел, ничего, может быть, так ночью подходили, блядь, сфотографировали. Чите здесь, на... 7 часов. Ну что, хорош, наверное, на сегодня. И проложить. Завтра 400, где-то 60 нам. Нет, 490. Ну что-то, в общем, в районе 500 километров. Плюс-минус. Последний день уходящего 22 года пройти. Здесь рядом с этим негабаритом станем. По дорожке, значит, по дорожке. Не по дорожке, значит, не по дорожке. Офигеть работник, правда? Я в шоке. И не умеет так работать. Я смотрю на Машу. 1300 до Владивостока, ну 1200 до Михайловки. Как их на 3 дня разделить? Вы не знаете? Я не знаю. Не понимаю я. Ладно. Ой, сейчас займемся делами ютубовскими. Не, начальству сейчас напишем. В Минске час дня. Надо уже написать, спросить. Порадуйте чем-нибудь перед Новым годом. Или это. Ужасную весть принес я в твой дом, Надежда. Чтобы так же примерно не получилось. Засим позвольте откланяться. До завтра.